Друзья, доброго всем турецкого, прекрасного, мега жаркого утра. Сегодня у нас в Турции 37, по-моему, градусов. Будет очень жарко. Конечно, лето — это такая атмосфера, когда все кипит, все работает с самого утра. И с утра горочки уже работают, каскады, водопад, детские бассейны. Все работает. Атмосфера потрясающая. Как всегда, заряжайтесь этой мега позитивной солнечной атмосферой. Спасибо. Я пока беру полотенце, и мы отправляемся на пляж. У нас сегодня необычный пляж, у нас сегодня другой пляж. Сейчас я вам покажу, что у нас будет. Да, кстати, мы в Турции, в Белеке, в отеле Лима Каркадия. Это вдруг кто не знает, это уже продолжение остальных видео. Все видео из этого отеля в плейлисте, поэтому вы все можете найти. Мы уже дотопали до пляжика. И сегодня мы не пойдем налево, сегодня мы пойдем направо. И у нас будет кабана сегодня, павильончик. Там очень жарко, хочется сегодня прям расслабиться, релаксануть. У нас будет кабана номер 9. И она сразу у нас помечена нашим номером 1003. Там нас здесь ждут. Что у нас тут? Диванчики, покрывалка, полотенце, все аккуратненько сложено. Чайник даже есть. Это что, кофе или молочко? Чашки, набор чайный. Есть даже свой мини-бар. Ух ты, сколько тут у нас все. У нас тут фрукты, смотрите. Корзина с вкусняшками, печеньки, палочки, водичка. Потом фанта, кола, бирасика 2 штучки, сок детский и морозилка. И еще нам должны приносить сюда мороженое. В общем, посмотрим, что сюда будет приносить, еще какое-то расписание. Сейчас попозже освоимся, я вам еще все покажу. Да, естественно, у нас здесь свои, получается, входят 2 лежака, стол, стулья, арбуз вот такой вот. Это наш, правда, я думаю, вы уже знаете. Вот, ну и вид на море. Есть первая линия, есть вторая. Первая линия вся уже занята, вся распродана. Так, первая линия, по-моему, стоит 60 евро, а вторая 50 евро с обслуживанием цена. Тут есть целая менюшка, что получается, то есть 9:30 мини-бар, 9:30 10 фруктовая вечеринка, в 10 чай, в 12 гастролейшн контакт, потом пицца 12 часов должна быть, и в 3 часа 30 минут до 3:30 айскрим сервис. Ну вот расписание. Но Жанне сказали, что можно, вот номерочек 5812, вот телефончик набрать и в любое время попросить. Айскрим, пицца, все дела. Вот так вот выглядят наши павильоны, кабаны. Тут тоже пиванда с утра там открывают. Я с утра не люблю. Такая дорожка здесь, вот он первый ряд. Что, Поль? Я думаю, что мы хорошо проведем время. Хорошо проведем время? Конечно, хорошо проведем время, обязательно. Вот они вот так выглядят. Вон нету дорожки вот сюда. Ходить надо в шлепках, потому что даже сейчас утром песок уже раскаленный. Идти просто невозможно, босиком нереально даже добежать. И получается вот кабаны вот в этой части. И там у нас основной пляж, основная зона. Но, друзья, я вам обязательно рекомендую за весь период отдыха хотя бы один раз брать кабану. Это своя атмосфера такая, причем прикольно, приятно, релакс такой. Ну, лучше, конечно, какой-нибудь жаркий день, чтобы вот так вот не бегать, не искать ничего. О, тут даже камни огненные, я снял шлепки, просто огонь. Море сегодня у нас чистое, лучистое, прекрасное. Свеженькой, кажется, с утра, градусов 27. Сейчас будем купаться. Передаю, как всегда, вам заряд морских эмоций, морской атмосферы, летней, турецкой, настоящей. Мы с вами взяли круг, взяли шар, очки. Сейчас будем нырять. Мы сейчас плавали целый час, даже больше, наловили кучу раков. Я их положу в карман, все потерял. Ходим мы к нам в кабану.
А тут нам шампусю принесли. А лед есть? Или тепленькое? А как это оказалось не шампанское, а что-то типа дюшес. Я сразу распознал. Музычку включили нам здесь. Предлагают чай, кофе, напитки всякие ходят. Вид, конечно, обалденный. Красота. У нас тут вечериночка в самом разгаре. Детки пьют айранчик, кушают печеньки. Вкусный, Поль, айран? Да, если вы в Турции не пробовали айран, обязательно пробуйте. Это очень вкусно. Поль, только не обление. Палочки, фрукты. Ивандас пошел в ход. Вкусный, холодненький. Еще очень классно. Но есть огромный минус таких кабан. Это то, что после них потом на следующий день на пляже будет немножко грустно отдыхать и будет хотеться опять сюда. Ну, это относительный минус. Получаем плюсы, заряжаемся вкусняшками. Вкусно, киса. А хотите вы? Хотим. Да, если 50-60 евро, то, естественно, вот это все включено, все закусочки, мини-бар, все. Ну и также официант ходит, как вот и в бара, и оттуда может вам принести все, что хотите, еще дополнительно пиво, алкоголь там, все что угодно. Не, классно, очень рекомендую один разок, как минимум, за отдых брать кабана. Но тоже подходите сразу на ресепшн или гастролейшн и бронируйте, потому что их практически нету, и все выкупают вот так вот, потому что люди знают, что это классно, и берут спелые за сливы. Не получилось такого, что пришли на следующий день, думают, пойдем в кабану, приходим, а мест нет, реально мест нету, мы вот трудом вот на сегодня выпросили вчера. Сейчас нам принесли мороженое вот такое вот. Будем кушать. Давай. А ложка-то где? А ложка там внутри. Вот и ложечка внутри, видишь? Да. И сейчас к нам подъехала пиццечка. Вот такая вот. Небольшая, правда, но аппетитно выглядит. Налетаем, детки. Сейчас у нас обеденное время. Нам даже не хочется туда ходить. Дошел до сюда, до бургерной. Вот возьму бургер. Вот здесь вот можно напиточки взять, пиво. И все что угодно остальное. Здесь у нас делают бургеры, картошка фри и наггетсы. И работают они с 12 до 4 часов. Вот она. Прям посередине пляжа получается. И сможет также на столике посидеть, полюбоваться с морем и вкуснить вкусняк. Здравствуйте! Смотрите, вот такой вот аппетитный наборчик получился. И на всякий случай взял с собой еще пивка немножечко. И есть шаурма, кстати, еще. Я вот только сейчас увидел. Наверное, сейчас еще возьму шаурмишку, попробую. Спасибо. Вот такая вот шаурмишка с огурчиком. Все как положено, солено. Поль, ты чего взгрустнул? У нас тут прям пикник настоящий. Полноценный обед с бургерами, с картошечкой. И нам принесли еще вот арбуз сейчас. Решили все же пойти и передохнуть в номер, потому что на улице жарковато. Вот здесь активити проходит, боча, мороженое выдают, раздают. Что, мы сейчас сынули, решили все-таки добраться до местечка под названием Памуккале и вам показать заодно. Первый раз в бассейн залезли, потому что мы вообще в бассейны не лазим. Давай, Энрик, стоишь тут? Нет. Потому что, ну, когда есть море, зачем бассейн? Многие его называют рассадником инфекции. Возможно, так и есть. Ну, хлорируют в любом случае, но мы не любим. Когда есть такое горячее, теплое море, то зачем нужно? Не, ну, конечно, в том случае, когда у вас Памуккале и все дела, то сюда, я думаю, что надо обязательно добраться и посмотреть. Ничего страшного. Так, давайте посмотрим. Мне очень интересно, что это сделано, пластик или камень, или такие ступени. Сейчас камеры не забрызгает. Так, заберемся наверх. Пойдем сюда, сынок. Слушай, ну выглядит это все очень прикольно. Вот так вот. Вот мы вон там вот ходим по мостику. И вот все время здесь, видимо, это Памуккале. Оно ядрено-белое. В такую солнечную погоду очень тяжело смотреть, конечно. Прикольно, смотрите. Тут такие бассейны Клеопатры. Слушайте, очень классно сделано, очень круто. И там еще много таких бассейнов. Пойдем, сынок, дальше. Так, тут надо вот так вот перебираться, как лестницей. Иначе можно не добраться. Так, и тут наверху самый большой бассейн. Сюда, кстати, можно зайти как-то пешочком, не обязательно так забираться. Там есть дорожка. Потом найдем
покажу вам, где он. Видите, там мостик. Ну как вам по Мукале? Давай, Никита, садись. Ванны Клеопатры. Сейчас будем брать. Наверное, шумно, ничего не слышно. Но прикольно, очень прикольно, очень классно. Смотрите, как все это выглядит. Супер. Пишите, как вам. Нравится, не нравится? Ски, моя красавица. Но такую реализацию я вижу вообще в первый раз. И это, конечно, очень круто. Молодцы, что такое придумали. И даже, если честно, непонятно, из чего это сделано. Камень. То есть такой, знаете, как камень. Ну, я думаю, что такой бетон просто специально чем-то залит. Такая фактура сделана. Тут и горки видно. И сейчас, то есть, смотрите, в каждом этом сделана такая штука, когда уходит вода, чтобы грязь не капала, что она туда переливается и туда засасывается, фильтруется. Пойдем, сынок. Кстати, вот слезаешь, это штука вообще не скользкая, прям они на газ задерживаются. Еще очень классно сделано, что, знаете, такие пальмы, как будто интегрированы в бассейн. Атмосфера такая, типа Кубы, Мальдив, все дела. Ага. Прикольно. Но в бассейне вода теплая, очень. Очень. Не освежает. А в море попрохладнее, чуть Да, приятнее это плавать. классно. Вот она, Клеопатра со стороны. Красиво, да? Так что мы самую жаришку пересидели дома. Работали, дела. Детский бассейн. Вот этот грибочек тоже включается. Сейчас вот не включается. Сейчас, видимо, жарко. Не знаю, некоторые люди прям целыми днями находятся на улице. Не уходят в номер в самую жару. Как вы? Как вы проводите свой отдых? Тоже не уходите? Пишите, кто уходит, кто не уходит. Мне кажется, тяжело, если целый день на улице находишься, потом к вечеру уже никакусь становишься. Поэтому самую жару лучше пересидеть, потом выходишь с новыми силами. Ну, как жару? Относительно, на самом деле, на Турции, как в отелях, таких вот, тем более, где не надо далеко ходить, компактненький, нет такой жары. Вот, но все равно для организма это как-то тяжеловато. Вот, мы ходим немножко отдыхать. Каждый вечер поднимается ветер. Я так и еще не запускал дрон. Наверное, даже первой части уже вышли без дрона. И подошли, спросили на гастролейшн. Жанна там обратился к своим коллегам. Сказали, надо согласовывать, не запускайте дрон. Ну и как во всех отелях, будут проблемы. И у нас, у работников. И нам вроде согласовали. Сказали сообщить дату. Но я жду, когда кончится ветер. Видите, раздувает, хочется полетать спокойно. Тем более не в отжимной. Потому что, видите, порывисто. Это здесь так, а наверх поднимаешься. Там вообще все улетает, вот даже по пальмам можно видеть, как они летают. Но мы пришли в нашу летнюю берлогу опять. Вот тоже тенечек здесь. Так, вообще вот сейчас бы я уже был готов запустить дрон. Ветра нет сильного. Такой подстил чуть-чуть. Но нету человека, которому надо сообщить. У меня нет телефона. Надо идти, что-то говорить там. Согласовывать, говорить дату, время, чтобы сообщили генеральному. Он дал добро, ко мне представили человека, и мы полетаем. С ним вместе как птицы. Блин, сложно все, усложняют. А вот это мне надо, да? Не, ну мне надо, чтобы вы увидели, конечно, отель сверху. Ну, блин, столько сложностей с этим дроном. Я надеюсь, полетаем, надеюсь, вы уже, может быть, что-то видели, какие-то полеты. А сейчас мы идем купаться, вечерний закат. Смотрите, так смотришь, когда на пляж, кажется, столько народу на пляже много, да? А когда вот так смотришь, народу немного. То есть, если вот так пройтись и вот так на всех смотреть, то есть в периметре народ немного. А вот так издалека, конечно, кажется много. Взяли круги и идем купаться. Поль, привет! Да. Закатик скоро будет красиво. И у нас, кстати, сегодня необычный ужин будет, я вам покажу. Что у нас уже почти закат. Говорим пока-пока этому домику. Пока-пока. И пойдем. Очень, конечно, классно. Хочется почаще отдыхать именно в таких павильончиках, кабанах. Очень, конечно, здорово. Может быть, еще разок отдохнем. А может и два. Как я люблю говорить. Закатываем отель наш любимый. Ну, наш любимый, я имею в виду. Словосочетание закатываем. Все, уже тишина. Все пошли готовиться к ужину. Отель замер в ожидании ужина. Хотел немножко площадку, каждый детскую, что-то как-то до нее не доходим. Горка одна, вторая для детей поменьше, там большая горочка
с кучей лазилок всяких в виде замка такого. И закрытой горки, и открытой. Беседочка здесь же для взрослых. Чтобы пока детки играют, можно было посидеть. Ну и там сам мини-клуб. Но в такую жару мини-клуб мы не ходим. Но он есть. А вот тут прям наш балкончик. Вот над этим козырьком наш номер. Нашел способ ходить вот через эту дверь. У меня тут круг. Немножко неудобно показывать. А там здесь заходим, здесь выходим, и сразу в номере оказываемся. Что, мы принарядились слегонца и идем вот так вот вдоль ресторана, этого бассейна. Попадаем под надпись «Барбекю». Здесь у нас фонтанита красивые, полуразрушенные стены. Вот там у нас основной ресторан. Вот он, можно оттуда тоже спуститься. И мы попадаем в ресторан а-ля карт «Барбекю». Здесь вроде как самим надо будет готовить. Сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть. Мне кажется, будет очень интересно. На входе нас встречают бутылочки Корона, Хайнекен. О, ну как в лучших домах Баварии, Лондона. Ну, Корона мексиканское пиво. Хайнекен у нас не мексиканцы. Как вам такая атмосфера? Барбекю, ароматис, тут шашлычков. У каждого столика мангал стоит. Да, видимо, нужно будет жарить сами. Вот мы будем здесь сидеть, нас сюда пригласили. Здесь уже накрыты салаты, соуса, заправочки разные. Так, по импортному пиву я спросил, платно, 3 евро стоит, еще там бат есть. Вот, ну здесь, смотрите, у нас какие-то закуски. Я что-то не знаю, сейчас будем пробовать. И все рассказать, там сыр, фаршированная какая-то штучка. В общем, подошел мужчина, сказал, что еду надо самим добывать. Сейчас нас мы туда в лес поведут, копья дадут, мы будем охотиться, а потом то, что наловим. Все, что поймаем, то и будем кушать. Я сходил, наохотился, хлеба наловил. И вот немножко мяска, правда не знаю, что там было. Котлет наловил, какое-то мясо, колбаски и шашлыки куриные. Так, ну что, начнем процесс приготовления. Так, вот это, я так понимаю, у нас курочка. Вот, раз прилипает. Тут как получается даже не на решетке, а как гриль. Сейчас будет как на железке на это жарится. Ладно, я все жарю сразу, да? Всем заходом. Мясо и котлетки. Надо все так уместить, наверное, сразу за один приход. Ароматик стоит потрясающий. На всю деревню турецкую. Ну вот сосиски эти жарятся быстрее всего. Нет, у нас не сосиски, а как она? Турецкая колбаса. Забыл, как называется. Остальное все чуть-чуть помедленнее. Но тоже довольно-таки быстро за счет этой решетки. О, аппетитно. Красота. Сосисочки уже готовы. Паструмали, как она называется в Турции? Не помнишь? Суджук, точно. Суджук. Так, мяско готово. Все, мяско пошло в ход. Жанне кусочек, папе кусочек. Так, мяско получилось очень вкусное. Котлетки тоже вкусные. Все съели, ну, конечно. Кто же готовил-то? Я готовил. Никит, вкусно? Очень. Вкусно? Ой, вкусно? Котлетки. Ага. Ага. Так, в общем, мы почти уже все съели, но у нас должны еще быть грибы, овощи. Это я вот смотрю на соседнем столе. Мы попросили, но нам что-то так до сих пор не принесли. Вот, нам выдали тарелочку, но что-то поздно. Сейчас будем все равно жарить. Так вот, перчик, лук, помидоры и шампиньоны. Холодильники. Пусть жарят. Конечно, немножко жарковато становится возле гриля. Плюс 37, ну, был днем. Сейчас, конечно, прохладнее, но самое жарковато. Кстати, это а-ля карт, бесплатно для всех. Один раз, да, можно. Один раз, наверное, за 7 дней, так, по стандарту. Заранее записывайтесь, приходите. Ну, прикольно, сменить атмосферку. Что, и уже в ночи поспели шампиньоны, помидоры и все остальное. Уже темно даже стало. Здесь на выбор подать десерт, фрукты, арбуз. Все могут принести из основного ресторана. Такой а-ля карт, как вам? Пишите. А для разнообразия прикольно. Одевайте только что-нибудь легенькое, рубашечки, чтобы так растянуться было. Потому что мангал и в жару реально жарко. Сейчас еще ветерок поднялся, стало попрохладнее. Ну а так очень вкусно, мясо прям вообще офигенно вкусное. То есть само мясо. Ну и пожарил я его неплохо. Быстренько прям. И готовится все моментально, не как на углях. То есть у них вот эта решетка железная, которая идет. Это очень, кстати, классная штука. Я если, наверное, тоже такую приобрету, прям на ней как-то все быстро готовится. И помидоры, и шампиньоны, и мясо. Прям вообще момент. Она так-то низко к углям расположена, поэтому
Надо себе такую приобрести. Потому что чуть-чуть по-другому, не так, как на углях. Там, видите, маленькие щелки были и больше железа. Пока мы готовили, кушали, все, темень наступила. У нас уже там какая-то движня Скач. в амфитеатре. Все собрались в амфитеатре. Тут, кстати, лестница на второй этаж амфитеатра идет. Я это сейчас заметил, до этого вообще не замечал. Это лестница. Очень много народу, здесь кто-то будет. А здесь даже столы поставили в амфитеатре. Ничего себе. В общем, тут сегодня что-то типа постановочного шоу. Они бегают по сцене, изображают что-то. В общем, под песни Абы всякие движения. Ну, как-то так. Не очень интересно, но народу много. Кстати, здесь сидят не кучи, а вот здесь столы стоят, вокруг них стулья. Столы на расстоянии где-то 1,5 метра. О, после мангальчика так классно на пирсе прогуляться. Тут ветерочек такой гуляет. Что, зайка моя? А знаешь, там говорили, где мегалодон, и там мегалодона, его когда маленький, его можно было есть, а когда он вырос в тарелке, он все вилки раскидал в холодильник. Понял, смотрелся. Передача про мегалодона. Ты боится на пирс ходить, иначе. Вот классно, так прям свежо, вообще супер ветерочек. Морской вечерний бриз. Что? Что? Ты теперь папа Женя блогерш. Да. Блогерш? Да.